Всем привет! Российская пропаганда в очередной раз заявила, что драмтеатр в Мариуполе был разрушен не в результате авиаудара российской авиации, а потому, что его якобы взорвали изнутри сами украинцы. Для того, чтобы потом все это свалить на Россию. Вот, например, что рассказывают о бомбардировке Мариупольского театра на телеканалах ДНР в Донецке. Одно из ярких доказательств варварства украинских неонацистов – Мариупольский драматический театр. Именно туда в середине марта боевики Азова созвали местных жителей, которым пообещали эвакуацию. Националисты заминировали драмтеатр, а потом совершили взрыв 16 марта, обвинив Россию. В общем, оказывается, это злые украинские националисты согнали в театр мирных людей и сами потом специально их взорвали. При этом ранее та же самая российская пропаганда утверждала, что в театре находился штаб Азова и удар якобы наносился по нему. Но после того, как стало известно, что внутри погибли сотни мирных людей, методички быстро поменялись. И появилась новая шизанутая легенда. Взорвали сами себя. Самое поразительное, что ровно в это же самое время государственное российское телевидение выпустило пропагандистский фильм «Мариуполь. Русский город», в котором демонстрируется, как российские танки расстреливают жилые многоэтажки. Конечно, ничего сенсационного на этих кадрах нет. Видео того, как российские танки расстреливают жилую застройку Мариуполя, публиковались уже и ранее, но теперь их с гордостью демонстрирует российское телевидение. То есть россияне сначала показывают такое кино и одновременно с этим утверждают, что украинцы в Мариуполе обстреливали и взрывали сами себя. Наверное, я чего-то не понимаю. То есть 8 лет украинцы в Мариуполе сами себя не обстреливали и не взрывали. А как только Путин пошел на Украину войной, объявил спецоперацию и стал подвергать Мариуполь авиаударам, украинцы тут же стали сами себя обстреливать и взрывать. Понимаете? Просто совпало так. Так-то эти события не связаны. То есть российская пропаганда на полном серьезе предлагает нам поверить в такое. Что ж, друзья, я могу сказать только одно. Давайте распространять правдивую информацию, чтобы все знали, как все было на самом деле. И сами россияне тоже. Им тоже не помешает рассказать о том, что творит их армия на Донбассе с русскоязычными жителями Донбасса. Поэтому поделитесь, друзья, этой информацией и подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине.